Это раз. Это два. Это 3. И не потому, что Mega Man 3, а просто мы только что прослушали 3 разных мелодии заставок из игр, расставленных в обратном хронологическом порядке с 1992 по 1990 годы. И я думаю, вы заметили музыкальное сходство всех этих треков. Да, все это были игры японской компании Capcom, которые она выпускала для Famicom и NES. И хотя бы поэтому сходство очевидно. Но возьмем еще одну игру. И вот совсем другое звучание, не правда ли? И вроде бы тоже Capcom, и композитор та же самая, что и в игре про малыша Немо. Но мало того, что другой стиль, поскольку Дикий Запад и все такое, но еще и определенно иное звучание 8-битного инструментария. Gunsmoke являлась портом одноименной капкомовской игры с аркады и вышла за 2 года до малыша Немо. Музыку к обеим играм написала композитор Джунко Тамия. Она пришла в компанию примерно в 1987 году и как раз попала на период, когда Capcom начинал более активно осваивать домашнюю консоль от Nintendo. До 1987 года они выпускали для Famicom и NES исключительно портированные версии своих игр с аркад, такие, например, как Ghosts and Goblins. А после 1987-го они стали разрабатывать все больше игр эксклюзивно для 8-битной консоли. К чему я все это рассказываю? Ну просто именно для разработки этих самых игр и как раз в тот самый период внутри компании Capcom сформировалась творческая команда композиторов-программистов, которые подарили нам целый пласт 8-битной музыки, которую мы хорошо знаем и любим. Именовали эту команду Capcom Sound Team. И именно о ней я бы и хотел сегодня вам рассказать. К концу 80-х уже в каждой компании разработчиков видеоигр было подразделение, которое отдельно занималось звуком, то есть музыкой и звуковыми эффектами. К примеру, в Sunsoft, о чем я рассказывал в предыдущем выпуске. В Capcom такое подразделение сформировалось, конечно, не одномоментно, ведь компания уже давно занималась созданием видеоигровых автоматов, где в играх тоже было немало музыки, которую писали молодые композиторы. Но во времена, когда в Америке появилась NES, в Японии Capcom только задумался о выпуске на ней своих собственных игр, и для этого понадобились новые люди. Одним из таких был молодой программист Йошихиро Сакагучи.
Он пришел в компанию в 1984 году и пару лет работал над созданием саунда к различным аркадным играм. А к моменту, когда Capcom решил выпустить свой первый тайтл на Famicom под названием Commando, портировав его с аркады в начале 1986-го, Сакагучи было поручено разработать его звуковую часть. Поскольку команда пока только осваивала железо Famicom, все пришлось писать буквально с нуля. В итоге Сакагучи, будучи весьма одаренным программистом и неплохим музыкантом, написал собственный звуковой драйвер. И уже на нем, вместе с композитором аркадной версии Тамайо Кавамото, запрограммировал всю музыку к игре. Таким образом, Йошихиро Сакагучи стал первым 8-битным саундмейкером в Capcom и впоследствии занял руководящую позицию в Capcom Sound Team, которая занималась не только созданием саунда для NES и Famicom, но и для всех остальных платформ, где выходили игры компании. Вообще CST, сокращенно Capcom Sound Team, это название довольно условное, и распространение оно получило уже позднее, больше как объединяющее всех причастных к теме людей. Но Capcom Sound это вполне конкретное явление, которое ничем не спутаешь точно так же, как и музыку из этой их последующей игры. В 1987 году на свет появился практически маскот Capcom и самый известный их видеоигровой персонаж – Rockman, более известный в мире под именем Mega Man. Разрабатывавшаяся уже как полноценный фамикомовский эксклюзив, эта одноименная игра очень быстро стала невероятно популярной в Японии, так как это был очень заводной, мультипликационный и продуманный платформер, коих на тот момент на Фамикоме было не так уж и много. Всю музыку к этой игре на основе обновленного звукового драйвера Сакагучи написала 22-летняя Манами Мацумае. К работе в Capcom, как она позже вспоминала, ее привлекла реклама игры Commando, шедшая в то время по японскому телевидению. Сама она только 4-й год училась в колледже, и в поисках работы она устроилась в Capcom как саунд-программист. Попробовав свои силы в создании музыки к 8-битному варианту Маджонга, она была назначена основным композитором к будущему хиту. О своей работе над музыкой к Мегамену она вспоминала. Я тогда была начинающим композитором, и у меня было всего 3 месяца, чтобы сочинить музыку, создать звуковые эффекты и запрограммировать их данные. Сроки горели, и, честно говоря, у меня не было возможности глубоко задуматься над тем, что я делаю. Когда я впервые увидела изображение для оригинального Мегамена, я решила, что в этом есть некая роботическая крутость. По мере разработки проекта я также прочувствовала внутренний мир героя и некоторое ощущение грусти в нем. Было очень непросто сочинять музыку, имея возможность играть только 3 ноты одновременно, но мне это очень нравилось. Было интересно оптимизировать данные, чтобы они соответствовали ограничениям. И когда это наконец получалось, это определенно приносило удовольствие от выполненной работы. Когда у меня кончались идеи для музыки, я создавала звуковые эффекты. Это помогало отвлечься, освежить голову и без проблем продолжить работу над музыкой позже. Главной заботой постоянно были сжатые сроки. Это всегда случалось, пока я работала в Capcom. Спустя ровно год после выхода Мегамена в Японии и Америке, Capcom выкатил сиквел игры, значительно превосходящий оригинал как минимум технически. Композитором на этот раз был назначен Такаши Татеиши, ровесник Манами. И в музыке ко второй части он значительно выделил героическую составляющую игры, сдобрив аранжировки ударным басом. Тем самым эффектом, которым так часто пользовались ребята из Sunsoft.
Татеиши вспоминал, что когда он работал над музыкальной темой уровня Эйрмена, он никак не мог сочинить завершающий фрагмент мелодии. А композитор первой игры про Мегамена Манами Мацумае работала в это время над аркадной игрой Зона 88, находясь за соседним столом. Промучившись над Эйрменом 2 дня, Татеиши сдался и втайне от Сакагучи попросил Манами сочинить этот фрагмент. И всего за пару часов она придумала очень стильную мелодию, прослушав которую изумленный Татеиши чуть не расплакался от благодарности. Но руководитель CST Сакагучи, конечно, все знал. Однако никоим образом не препятствовал членам своей команды помогать и дополнять друг друга. Тем временем успех Мегамена открыл перед Capcom немало дверей, за одной из которых вскоре замаячил Walt Disney. А точнее Walt Disney Pictures, активно взявшийся в то время за переосмысление своих классических мультипликационных персонажей в виде утренних мультсериалов на американском ТВ. По мнению Capcom, наработки Мегамена как нельзя лучше подходили для создания аналогичных платформеров с героями этих мультфильмов. И вскоре компания смогла договориться с Диснеем о создании видеоигр по мотивам, первой из которых стала игра DuckTales. И если уж мы с вами говорим о музыке, то первые утиные истории от Capcom — это, несомненно, музыкальная тема лунного уровня в DuckTales — это без преувеличения самый известный и признанный шедевр видеоигровой музыки, когда-либо создававшийся в Capcom. И он был написан одним из самых малоизвестных композиторов компании — Хирошиге Танамурой. Он проработал в Capcom всего 2 года, с 88 по 90, и за это время он успел написать музыку всего к 3 играм на NES. Последние из которых были утиные истории. Мог ли тогда Танамура представить, что спустя 30 лет его оригинальная музыка к этой игре будет звучать на большой сцене в исполнении целого симфонического оркестра и даже появится как полноценная песня в новом воплощении диснеевского мультсериала? Но тогда, в 1989 году, он просто тихо сочинял ее в офисе Capcom, наряду с другими композиторами из CST. Интересный момент, что в ранней версии игры эта мелодия звучала немного медленнее и практически так же, как звучит при запуске на Dendy, работающей в 50 FPS. Так что еще один плюс к оригинальности в копилочку 50-герцовой консоли. Еще, кстати, в прототипе игры имеется неиспользованная версия трека для уровня Трансильвании, который Танамура впоследствии отбросил и полностью переделал.
после релиза игры «Утиные истории» Хирошига Танамура покинул CST и перешел на работу в компанию Taito, где продолжил писать музыку для игр на аркадных автоматах. Здесь стоит отметить, что во времена расцвета Famicom было не принято повсеместно добавлять в видеоигры титры, и многие компании, включая Capcom, держали имена своих разработчиков и композиторов в секрете, чтобы другие компании-конкуренты не знали, кому принадлежит авторство того или иного кода, и не переманили их к себе. Именно поэтому в титрах игр, где они есть, имена разработчиков в основном скрываются за псевдонимами. Оттого так сложно порой определить, кому из композиторов принадлежит авторство музыки к конкретной игре. Так или иначе, игра «Утиные истории» стала первым большим хитом сотрудничества Capcom и Disney, проложив дорогу к появлению множества других игр с участием американских мультипликационных героев. С обилием заказов изрядно расширилась и Capcom Sound Team, которая к концу 90-го года насчитывала не меньше дюжины талантливых саундмейкеров. Одну за другой Capcom начал выпускать игры для Nintendo как по чужим мотивам, так и по своим. И ко всем из них музыку писали вот эти ребята. Йоко Шимомура написала саунд к игре про классических героев Диснея Adventures in the Magic Kingdom. Из воспоминаний Йоко. В колледже я изучала игру на фортепиано, но также я любила игры и нередко могла зависнуть за фамикомом до поздней ночи. На утро мои плечи были затекшими, преподаватель ругал мое исполнение, а мама однажды даже сказала: «Не такую дочку я растила». И я решила, что после выпуска из колледжа пойду на такую работу, где смогу заниматься музыкой и играть в игры дни напролет без упреков от окружающих. Так я и оказалась в Capcom. Ясуаки Фуджита является автором саундтрека к третьей части Мегамена, за исключением 2,5 мелодий, диснеевской «Русалочки» и всего инструментала для «Черного плаща». Как признавался сам Ясуаки, во всей команде CST он был самым большим любителем азартных игр и нередко подбивал на это дело своих коллег. Он регулярно ходил на ипподром и каждый день в перерывах играл в маджонг, чем явно расстраивал женскую половину коллектива, проигрывавшую ему иногда даже деньги. На этом снимке Ясуаки запечатлен на своем рабочем месте в 1993 году. И саундтрек к «Черному плащу» он, скорее всего, сочинял на этом самом месте, используя синтезатор от Yamaha SY-35, что стоит перед ним, и компьютер NEC PC-98, использовавшийся как рабочая станция музыкантов в CST. Харуми Фуджита. Ей принадлежит авторство тех самых 2,5 треков из третьего Мегамена, а также весь саундтрек к игре Чип и Дейл, игры, ставшей вторым диснеевским хитом Capcom. Из-за общей фамилии и деятельности с другим композитором Ясуаки Фуджитой, Харуми ошибочно считали его женой, но на самом деле они были лишь однофамильцей и коллегой. Джунко Тамия. В 90-м году она написала музыку к играм Street Fighter 2010 и упомянутой ранее Little Nemo.
после выхода которого она покинула компанию Capcom и впоследствии занималась аранжировкой театральных постановок. Вот как вспоминала об этом сама Тамия-сан. Я была назначена на проект Little Nemo после смены планов у руководства. Одновременно я работала над Street Fighter 2010. В Nemo был стиль, с которым я раньше не сталкивалась, но я попробовала кое-что новое и смогла завершить эту работу. Например, в открывающей теме я создала атмосферу парка развлечений, имитируя звучание шарманки и используя затяжные ноты. Было несложно представить, что из этого получится, поэтому работа прошла гладко. Минае Фуджи в замужестве Сайта. Перу этой девушки принадлежит инструментал к Мегамену 4, Чудеса на виражах и Утиные истории 2. А некоторые считают, что также и к сиквелу Чипа и Дейла, выпущенному в конце 1993 года. И на самом деле с Чипом и Дейлом 2 история загадочная. Примерно за год до выхода игры Capcom выпустил спортивный симулятор под названием Gold Medal Challenge, всю звуковую часть в котором разрабатывала компания-подрядчик Make Software. Они также занимались портированием некоторых игр Capcom на другие платформы, например на Game Boy, и кое-что выпускали с Famicom. Так вот, в сиквелах игр «Утиные истории» и «Чип и Дейл» использовался тот же самый звуковой драйвер, что и в вышеупомянутой Олимпиаде. Но если в случае с «Утками 2» члены CST подтвердили, что музыку к ним написала Минае Фуджи, то вот вспомнить, кто сочинял ее для второй части «Бурундуков», они не смогли. Поэтому есть большая вероятность, что музыку к сиквелу Чипа и Дейла написала композитор из Make Software по имени Сочико Оита. Тем не менее, на Википедии на момент создания этого выпуска некий анонимный источник указал все-таки госпожу Фуджи. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть это пока что некому. Юко Такехара является автором музыки к поздним играм Capcom, выходившим на NES в 1993 году. Это Mega Man 6 и Mighty Final Fight. Над последней она работала вместе с композитором Сэцуо Ямамото. В том же 1993 году глава Capcom Sound Team Йошихиро Сакагучи покинул компанию, а его место занял Тошио Каджима, работавший в основном над играми для Super Nintendo. Дальнейшая история звукового подразделения Capcom, увы, касалась уже совсем других платформ. С развитием мощностей технические ограничения все меньше стали сковывать творческий потенциал композиторов видеоигр. И очень скоро они получили возможность напрямую использовать в играх MIDI-звук со своих синтезаторов. А затем и вовсе перешли на полноценное CD-качество, полностью исключив как таковое программирование из написания музыки. Но даже во времена, когда технические ограничения Famicom правили балом, порыв музыкантов из Capcom был неудержим. И к концу 80-х внутри компании они организовали свою музыкальную группу
которая носила название Alph Lyra, под именем которой они активно выступали и с разрешения Capcom выпускали инструментальные версии своих видеоигровых мелодий на CD. Так что напоследок я предлагаю вам послушать оригинал саундтрека первого Мегамена, выпущенный только в Японии в 1988 году, в самом расцвете Capcom Sound Team.